Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. Февраль 2025 года. Первые вестники перемен. Ключевые события вашей жизни или главные события вашей жизни. И в феврале мы можем прийти к выводу, что, правда, есть в нашей жизни что-то непознанное или необъяснимое, потому что мы можем столкнуться с теми событиями, которые к нам приходят извне, и они будут несколько формировать нашу жизнь, нам придется что-то учитывать. И мы все разные. Кто-то может быть фаталистом, кто-то, наоборот, не верит ни в судьбу, ни в высшие силы. Но мы вынуждены признать, что есть, опять же, какие-то обстоятельства, и мы в них находимся, и с учетом этих обстоятельств мы должны как-то правильно поступить. Могут быть еще какие-то и неожиданности, но, пожалуй, февраль в целом может сломать какой-то наш шаблон или заставить рассмотреть какие-то альтернативные варианты как раз. И это происходит потому, что Уран, планета перемен тоже, или инновационных каких-то перемен, или альтернативных, то, чего мы или не уделяли внимания, или не предполагали, или вообще никогда этим не занимались, то Уран переходит в прямое движение. И это может быть связано с тем, что что-то нам приходится перестроить, переорганизовать, может быть, и самому адаптироваться. И астрологически звездное расписание нам тоже рекомендует пристегнуть на всякий случай ремни, поскольку у некоторых из нас могут складываться жизненные ситуации, напоминающие слепой поворот, когда мы вынуждены совершить маневр, но мы еще не видим и не можем даже предполагать, что нас ждет впереди или что там будет за этим поворотом. Вот давайте рассмотрим. У нас сегодня две колоды карт. И первая колода – это ангелы-хранители. Вот какие подсказки от ангелов для вашего знака зодиака нам раскроют карты. И вторая колода – колода добра, которую прорисовала великолепный художник, психолог, таролог с большим стажем Колет Барон Рид. И карта она подает с позиции позитивной психологии, призывая всех нас быть добрее к самим себе, где-то себя не загонять в угол, если мы даже сталкиваемся. Жизнь не бывает полностью предсказуема, с какими-то неопределенностями, неожиданностями. И мы будем дополнять значение или раскрывать, если это будет необходимо. Но вначале колода ангелов и три ключевых события или три главных события для вашего знака зодиака. С чем это будет связано или с какой сферой жизни могут быть они связаны, где эти перемены или преддверие перемен, изменений каких-то. Первое, второе событие ключевое, важное для вас. И третье. Достанем карту неожиданности сами по себе. Куда ж без них? Что вам придется адаптировать или организовывать, может быть, как-то по-новому? Какие двери возможностей перед вами откроются? Чему нужно уделить внимание, по мнению Таро ангелов? От чего вы можете или отказаться, или придете к выводу, что вот как раз вам нужно трансформировать? И достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Итак, что же за ключевые события, с чем они связаны конкретно с выбором? Мы словно на выборе. Вообще в этой колоде карт это еще прокрастинация. Нам показана слегка запылившаяся витрина, которую мы должны открыть, а мы все на нее смотрим и думаем, либо как мы будем эти кубки переставлять, какой мы кубок возьмем или ничего мы не возьмем. Ну вот есть определенная тема, которой вы, ну, либо ожидание уже затянулось, или пусть это у кого-то отношений касается, или выбора по работе, но выбор-то нужно делать. Сколько ты тут не раздумывай, а тем не менее встать и открыть какую-то дверь вам самим придется. Или на что-то буквально решиться. Выбор стоит, но у вас на пороге практически в феврале. И он будет определять последующее качество жизни. Где-то, наверное, так. Давайте мы откроем вторую карту. Что нам, может быть, продолжит? А правда, выбор. Это карта искаженной реальности. Восьмерка мечей. Нам показан человек, который, он так представляет, он так ощущает, что ему сейчас холодно, одиноко. Перед ним как словно какой-то забор.
или какая-то невозможность. Невозможность, потому что, может быть, он попробовал 1000 раз, кстати, один и тот же метод, и он не сработал, и это очень символично, потому что что-то подобное мы можем в феврале и чувствовать. Я говорила, придется ломать шаблон. Мы не можем действовать, желая получить какой-то совершенно иной результат, и действуя как прежде. Ничего из этого не получится. Поэтому какая-то путаница в первую очередь проходит по этой карте, ну и искаженное восприятие, это и есть, по сути дела, путаница, и мы должны это прекратить. Это карта свободного арбитра, то есть нужно посмотреть на вещи как-то совершенно по-другому и для себя не ставить каких-то прежних табов. Опять же, это тоже своеобразный выбор. Вот выбор дважды. Может быть, это две каких-то разных сферы жизни. Давайте я открою третью карту. С чем это может быть связано? И карта Луна. Ну, наверное, дополняет все то, что я уже сказала. Потому что пока по аркану Луна как раз и идут. С одной стороны, наши где-то иллюзии, а с другой стороны, что мы должны что-то переделать, рассмотреть с другого ракурса. Или когда неопределенности какие-то, есть очертания, но нет никакой конкретики. И может быть в таких условиях вам нужно делать выбор. Может быть это две каких-то сферы жизни, опять же, кубки это может быть личная жизнь, а мечи это какие-то согласования. Вы ожидаете получения важного документа или подписание, может быть, каких-то контрактов. Тут у каждого может быть по-своему. И здесь, как и по личной жизни, какой-то выбор, хотим или нет, нужно делать. Те, кто не сделал, может быть, или с чем-то определиться. А может быть, для кого-то и по работе тоже. Рассмотреть какой-то альтернативный вариант. Все же карта говорит. По аркану Луна нам иногда приходится договариваться с хамелеонами буквально. Есть такая колода 78 дверей, метафорические карты. И там как раз на аркане Луна, там ключевое значение имеют двери и ключи, или кто является стражем дверей. Так вот там страж-хамелеон. Чтобы открыть какие-то двери, нам приходится договариваться с людьми разными. Может быть, и что-то подобное вам придется договариваться, определяться самому и определять какое-то дело. С чем это может быть связано? Вот это семерка кубков. С чем? В какой области? Терпение. Ну, вы знаете, нам говорят, да, с одной стороны, может быть, и правда есть какой-то вопрос, который быстро не решишь. С другой стороны, это все-таки карта ожидания, потому что, ну, какое-то ожидание явно затянулось. А, Единственное, что говорит нам эта карта, ангел присматривает за вами. Сама по себе очень красивая карта. Хорошо, терпение к чему? К тузу огня. Вы знаете, это ваше собственное решение, вы что-то хотите именно сделать по-своему. А здесь это по-своему как-то не получается. Если мы говорим о сфере личной жизни, это могут быть столкновения, как бы, да, или с вашим партнером, или с кем-то из ваших близких, может быть, но с ключевыми какими-то партнерами, к примеру, даже по бизнесу. Для кого-то это проиграется, когда вы, ваше мнение, и оппонент, и его мнение никак не сходятся в одной точке. Тут определенно есть несогласие какое-то. И может быть даже, смотрите, если с вашим партнером, тогда вы не можете договориться по деньгам или по, может быть, как вкладываться в бизнес, или вы не можете договориться, вас не устраивают какие-то концепции, если вы работаете по найму, по зарплате. А если это касается личной жизни, то тут тоже разные энергетики у вас и у партнера. Вот такое может быть. Разные совершенно силы, но на кону ваше благополучие. Поэтому выбор делать придется. Хорошо, какой же совет даст карта? Король Земли – это тот, который умеет в себе совместить и выгоду где-то, и покой, и успех, и уют, и надежное будущее, и прочные тылы. Вот эта карта надежного человека в первую очередь. И поэтому карта говорит, если ты стоишь на выборе, чего бы это ни касалось или какой бы сферы жизни это ни касалось, удели внимание надежному сотрудничеству. Если с тобой рядом человек надежный, значит, есть смысл продолжать какие-то отношения. Но если человек может быть как хамелеон или как марионетка, так тоже, к сожалению, бывает. Все зависит от той ситуации, в которой вы оказались или в
чем у вас выбор? Но тогда придется определяться тебе, скорее всего. К чему быть готовому по этому вопросу? Для кого-то из вас вот этот выбор может означать очень долгий период жизни, причем в сторону изобилия, процветания, когда сбываются ваши мечты. Звезда, исполнение наших желаний у вас на кону, а вы как будто топчетесь или замерли и не можете сделать какой-то выбор. По аркану звезда тут действительно проходит что-то волшебное, но иногда это еще и карта нового начала. Может быть, решиться на новую работу и начать искать ее, и для кого это актуально. Или вам предложили какой-то новый вид деятельности, направление. Вы можете раздумывать, думая, что у меня не хватает знаний, да, или у меня нет опыта, или у меня не получится. А я тогда могу сказать, что вам эта работа принесет популярность, значимость. Для кого-то это проиграется так, что раскроет перед вами весь мир, перспективы, причем неограниченные, по аркану звезда. Это вы будете популярны, может быть, благодаря тому делу, которым вы надумаете заниматься. Или у вас застопорился бизнес, к примеру, никак не идет. Но тогда есть все равно, тем не менее, альтернативные возможности. Ваша задача их увидеть. Может быть, оттолкнуться вот от этого шаблона, да, по восьмерке, или уйти от тех способов, которыми вы пользовались прежде. Не создавать для себя самого барьеров. Что же по восьмерке мечей нам тогда скажут карты? Вам придется, правда, что-то изучать, учиться, кому-то языки учить, например, да, или для кого-то из вас изучать, ну, как скиллы, какие-то навыки приобретать. Здесь все равно проходит в первую очередь желание, твердое намерение процветать. Вот, кстати. И если вы поставите перед собой цель, методы вы отшлифуете, мои дорогие, и точно способы вы найдете. Ну и партнеров, и сотрудников, для кого актуально, единомышленников вы точно найдете, потому что будет сразу какой-то прогресс. Тут на самом деле только выбор нужно сделать, и сразу ситуация меняется. Какой совет вам дадут карты? Четверка земли. Нам, кстати, карта говорит о том, что вы в выборе можете, ну, несколько так тормозить или не желать, потому что вы боитесь, что каким-то образом это ухудшит ваше благополучие, ухудшит, к примеру, может быть, денежную составляющую. По этой карте идут собственность, надежность. Ну, где-то карта говорит как раз тому, что надежно, ты можешь доверять. Но ведь всегда по четверке земли иногда есть прообраз жадины, поэтому где-то не быть, знаете, очень приземленным. Может быть, поэтому вы не можете сделать выбор, потому что вы с чем-то не можете проститься. Вот, кстати. Ну, здесь мы за собой сжигаем все мосты. Десятка огня. Все, что могло, оно уже состоялось, нам об этом говорит карта. И, может быть, правда, если мы по поводу методов или какой-то прежней истории, здесь явно, знаете, нечего уже продолжать. С другой стороны, десятка огня или десятка жезлов нам о чем говорит? Вы можете испытывать такие сложные эмоции, потому что банально у вас карта эмоционального выгорания. Может быть, вы много на себя взяли. Кстати, предусмотрена вот в этой колоде именно такая трактовка. Настало время именно с чем-то все равно распрощаться. Пересмотреть, может быть, свой режим труда и отдыха, или свое участие, или участие в жизни каких-то людей, может быть, и близких людей, или какой-то многозадачности в своей жизни явно нужно устранить. Давайте мы с вами раскроем восьмерка, с чем это связано. Почему вот этот конфуз или эта путаница? Девятка огня. Девятка огня или девятка жезлов, с одной стороны, карта говорит, сил у тебя достаточно, но мы словно находимся в ограничениях, опять же, вот за этим забором. Потому что был какой-то предыдущий период проб и ошибок. Мы не хотим, чтобы повторилась какая-то реальность или наша пройденная или допущенная ошибка, и из-за этого мы как раз и топчемся в нерешительности. А карта все-таки говорит, тебе нужно сделать первые шаги, но сделать осторожно. И при этом учитывать, чтобы себе не навредить, но
и не упустить какую-то возможность. Потому что возможность, если мы ничего не выбираем или не предпринимаем каких-то действий, все же мы можем упустить. Здесь, знаете как, остановка какая-то у вас могла быть или начаться, может быть, в предыдущий период жизни, может быть, у кого-то в декабре сложилась такая ситуация или в январе, когда вы что-то по объективным причинам не могли сделать, и все же карты в феврале вас разворачивают на какую-то активность. Что вам нужно делать? Карта совет. А у вас правда много сил? В герметической колоде Таро девятка огня – это карта великой мощи. Но нам говорят, или великой силы. Ее нужно применить очень правильно. И вот карта совет, опять же, сила выпадает. У этой карты, это старший аркан, сила как у мага. Нет ничего невозможного. Поэтому вам только стоит захотеть, или вам только стоит определиться, и ваши желания начнут исполняться. Это ведь стойкость какое-то, мужество нужно или сила внутренняя, чтобы преодолеть какое-то препятствие. А карты нам говорят, препятствие в тебе самом. Хорошо, что такое Луна? Но когда Луна выпадает, мои дорогие, помните, мы собой не рискуем. Если вы оказываетесь в толпе, она нам сразу дает совет тебе в другую сторону. Может быть, меня люди смотрят из разных стран. Если вы оказываетесь в толпе, найдите в себе мужество. Даже если вы в одиночку идете, но вам в другую сторону, это правда. Так что такое Луна? Для кого-то буквально я не хочу собой рисковать. Не совсем собой, а своими деньгами, своим благополучием. По девятке Земли иногда проходит, кстати, наше одиночество. Для кого-то, может быть, вопросы в личной жизни, вот кубки выпадают, нужно решить. А может быть, прежняя история вам надоела или душа не лежит. Ну так тогда нужно как-то однозначно заявить, если вы это еще не сделали. Кто-то из вас просто предпочтет сейчас именно тему денег, заработков, вашего труда, самодостаточности, самовыражения, личной жизни. Или вы думаете, что поставить в приоритет личную жизнь или деньги. У кого-то может быть и вот такой совсем непростой ребус, и его, тем не менее, тоже нужно решить. И я не вижу, кстати, что вы должны выбрать что-то одно, а второе как будто отказаться. Нет, скорее всего, вам придется что-то совмещать. И по девятке Земли именно в этой колоде проходит дисциплина. И нам говорят, последний фундамент в твоем благополучии. Может быть, этот фундамент как раз где-то граничит с вашим выбором. Какой нам совет даст карта? Король огня. Вообще карты нам рекомендуют добавить, вам рекомендуют, мои дорогие, добавить именно огня. Стать вот этим харизматичным лидером или как новое вдохновение в себе, но, по крайней мере, не отказаться. Как будто вы уже хотите что-то совершить. Как будто вы знаете вот по всем этим картам. По аркану Луна, ведь у вас это светило, по сути дела, это ваша планета-управитель. Поэтому интуиция проходит по этой карте. Слушайте свою интуицию. Вам тут приходят очень правильные подсказки. Помним, что интуиция – это вовсе не то, что означает нашу ненужную глубокую философию. Интуиция – это как интеллект, точнее связь интеллекта и прежнего пережитого опыта. Но опыт пережитый мы не пропускаем вновь через свою душу, через свое сердце, через эмоции. Мы оставляем как ситуацию, чтобы ошибку только какую-то не повторить, потому что любой опыт нас делает сильнее, но нам идти вперед, и в этом нам как раз помогает интеллект. И вот совмещение одного и второго, это тоже проигрывается где-то по аркану Луна. Это то необъяснимое, но опять же, посмотрите, у вас правда на кону решаются какие-то важные вопросы. Аркан силы, вот у вас десятка земли или десятка пентаклей, десятка воды у вас выпадает, мои дорогие. У вас счастье, благополучие, новое качество жизни, новые достижения без ограничений. И еще и с каким-то очень продолжительным эффектом. А вы можете думать, что девятка у вас еще с земли выпадала. А вы можете думать, что ну нет, я как-то сейчас не могу сделать выбор. А еще и карта звезда говорит о том, что
Скорее всего, это то, что будет продолжаться лет 10-20. Здесь у вас могут быть, как на кону, надежные отношения или для кого-то выбор вас самих, когда мы говорим «я выбираю себя», да. Если прежняя история, она уже тоже подошла к концу, и нас и не вдохновляет, и взаимопонимание окончательно утрачено. Но опять же, его величество выбор. Сколько ты не пытайся как-то дорисовать каких-то качеств, допустим, человеку, которыми он не обладает, а для вас это важно, но этого не произойдет, значит, нужно принять какую-то правду. Но и с другой стороны, если какая-то прежняя была история со знаком минус, или вы сейчас находитесь в одиночестве, например, и вы хотите с ним как раз покончить, завершить вот этот сольный вариант, тогда вы тоже для себя не должны ставить каких-то заборов. Ну, я могу сказать так, тут каждый немножко по-своему будет выбирать. Здесь не будет одного варианта, который будет подходить для всех представителей знака зодиака Рак. Кто-то выберет дом, благополучие, семью и личную жизнь в приоритет, кто-то из вас все же выберет деньги. Но я могу сказать, что вы можете совместить одно и другое, потому что на кону звезда, и карта говорит силы, сил у вас хватит. Но вот переложите эти тонкие нюансы на составляющую своей жизни или те вопросы, которые, может быть, вам как раз и не дают покоя. Неожиданности. Карта любящего человека, но это еще и ваша карта. И пусть нам выпадает королева э, кубков, королева воды, но это тот человек, который способен сопереживать. Может быть, это вы, у вас тонкая душевная организация, вы чувствуете неправду, вы чувствуете ложь. Вы, если перестаете доверять, то вы уже этому человеку не будете никогда верить. Вы будете подводить к финалу какую-то историю. Хотя терпеть вы можете достаточно долго, кстати. И это терпение просто может закончиться. Но это чувствительность. В неожиданностях какая-то ваша чувствительность, которая вам, может быть, и мешает как раз сделать этот выбор. Для кого-то из вас это правда будет вопросы решаться, или у вас на кону сейчас самый главный пункт – это ваша личная жизнь. Именно с вашим супругом. Хоть у нас и выпала карта королева именно кубков, но или воды. Но здесь вы перекладываете, мы по полу карту не рассматриваем. Если мы говорим про любящего человека и про альтруиста, вот кто-то может пересмотреть свою помощь, опять же, потому что альтруизм, если он взаимообмена энергетического с другим человеком мы, допустим, не получаем, альтруизм все равно заканчивается, он не может длиться вечно. Может быть, кто-то на этом альтруизме едет очень давно и далеко, но, значит, это вы теперь уже на выборе. Мне нужно как-то менять свою жизнь. Но это именно ваши собственные мысли, чаяния и желания. Здесь нам карты, посмотрите, все не показывают, что вам что-то мешает. Тут единственное, что по Луне вот не быть в толпе, я бы сказала, чтобы где-то не оступиться, не сделать какой-то неосторожный шаг, может быть, а слушать свою интуицию. Если мы не будем куда-то торопиться, я имею в виду физические какие-то порывы такие, да, с места в карьер рваться, нужно быть внимательным к тем событиям, которые вас окружают. Вот это точно, как карта-подсказка, это мы должны принять во внимание. Но в принципе сказать, чтобы были какие-то преграды. Нет, тут действительно какие-то преграды строятся, потому что вы либо что-то завершить вам сложно, либо что-то начать. Давайте мы с вами узнаем, что же вам придется адаптировать или организовывать. Но все то, что я сказала. Какая-то карта усталости, у вас выпадало эмоциональное выгорание, выгорели, а тут еще и физически может быть буквально выгорание. Выпадает карта силы, и мы с вами говорили, что сил у вас достаточно, но нужно правильно их распределить. И вот как раз эта карта об этом и говорит. Карта баланса внутреннего предполагается. Баланс этот нужно в самом себе установить и, видимо, адаптировать себя. Может быть, к тому, что мир меняется, вокруг вас будут обстоятельства меняться, люди будут тоже менять где-то свое мнение. Может быть, и есть по какому-то поводу разочарование, но я так вижу, что у вас есть на кону что-то очень важное. То, что вы словно долго откладывали на потом. Вот как эта девушка, которая думала, сначала я сделаю
самое первоочередное. И мыла эту посуду, что-то наводила тут порядок. Вот эти 10 жезлов, которые нам показаны в корзине, отшлифованы до блеска. И вот, наконец, вот этот предмет, который напоминает монетку, которая переливается разными лучами. Садится наша бедная женщина за стол, девушка, и вот уже вроде бы этот стол свободен, но она буквально рухнула без сил. И, как ей казалось, сейчас я займусь как раз, приступлю к этому, но сил уже не хватает. А вот эта гора посуды, она продолжает за ее спиной расти, она просто ее не видит. На чем нам очень красноречиво говорят, вот оставь какую-то рутину. У тебя в феврале что-то очень важное на кону. Поэтому себя, режим труда и отдыха организовать, отдыхать правильно, организовать, наверное, самих себя в плане адаптации к каким-то совершенно новым вариантам деятельности. Почему? Потому что мы могли, вот как эта девушка, сначала мыть посуду. Ну, я аллегорически говорю. А вот это что-то важное, как мечта, которая в уголке стола ждет, наконец, своего воплощения, и всю очередь не доходит. Вот тут надо начинать с чего-то самого важного именно для вас. Не пытаться где-то быть для всех хорошим или хорошей, или со всеми сначала договориться, а вот потом перейти к воплощению своей мечты. Нет, тут надо начать с главного, с вас самих или вашей мечты. И вот для этого нужно адаптировать себя. Сначала вход какого-то нового построения ваших мыслей. А если мысли мы построили правильно, значит и действия будут в том же контексте, в правильном, а потом уже и действовать, переходить к организации. Но какая-то адаптация ваша внутренняя в феврале, это точно предполагается. Давайте мы с вами раскроем, какие же двери перед вами откроются. Знаете, тут или двери откроются, или возможности. Здесь могут быть предложения по части личной жизни. К вам кто-то может из людей или вам известных, или неизвестных, может быть, вы недавно познакомились, проявлять знаки внимания, дарить подарки, приглашать на свидание. Почему нет? Это карта романтики, это карта приятных эмоций и, в принципе, эмпатии. Но карта может говорить еще и о том, что мы слишком что-то драматизируем. Вот где-то путаница это создается. Может быть, по личной жизни. Может быть, имеет смысл а, проговорить что-то, откровенно глядя друг другу в глаза, чтобы выяснить отношения раз и навсегда. И у кого-то, я могу предположить, отношения могут быть продолжены, а у кого-то они могут быть как раз поставлен последний аккорд, сыгран точнее, или поставлена точка. Здесь, пожалуй, у каждого по-своему. Но какие двери откроются, если мы говорим? Те, которые вы захотите открыть кому-то. Или в которые двери вы захотите войти сами. Здесь нет для вас преград. Опять же, тут дело вашего выбора. Подумайте об этом. Чему нужно уделить внимание? Немножко нас карта перенаправляет вообще в другую плоскость. Это туз земли или туз пентаклей. И в этой колоде карт мальчик нам изображен. Вспомните себя в детстве, о чем вы мечтали. Правда, вот эта мечта, как вот эта монетка, которая переливается, искрится. Мечты могут сбываться, и тем не менее, это карта денег. Это карта новых возможностей. Эта карта хочет нам сказать, что мечты имеют свойство сбываться. И конкретно прописано процветание, возможность, успех и ваши ресурсы. И нам ведь тоже сказали, что вы сейчас ресурсны. Но вам словно совсем другое направление нужно взять. Или некоторый другой ракурс, опять же, изменить. Может быть, начать чему-то учиться новому. Или новые методы работы использовать. Может быть, в вашем прежнем труде. Даже если вы работаете по найму, задуматься всерьез о карьере, а не быть на вторых ролях. Если бизнес какой-то встал на паузу, значит, продумать новые варианты бизнеса, найти дорогу. Бизнес всегда найдет дорогу или какие-то возможности, поверьте. И я думаю, вы со мной согласитесь. Ну, не направо пойдем, значит, налево пойдем. Но все равно какие-то варианты всегда есть.
Наше сознание нас может несколько останавливать, потому что есть то, к чему мы привыкли, а здесь есть то, чему мы должны научиться. И от этого где-то будет зависеть ваше благополучие, потому что чему нужно уделить внимание. Мы ведь с вами сказали, какие двери откроются или возможности, те, которые вы откроете сами. И вот, по сути дела, туз Пентаклей как раз об этом и говорит. Возможности есть. И причем очень, более чем перспективны. Вам нужно на что-то решиться, определиться и после этого уже продолжать направление. Очень солнечная, добрая карта. И правда, здесь, как по аркану звезда, большому кораблю, большое плавание. Так вот, мы сначала по этой карте что-то просчитываем и приступаем к действиям. Поэтому выбор. Дальше может быть тезис, план какой-то и следом первые шаги. Вот я вижу так в целом ваш февраль. И в принципе эту концепцию можно переложить на любую сферу жизни. Давайте мы узнаем, от чего вы откажетесь или что вам придется трансформировать. На кону ваше солнце. И это все то, что я долго говорила. И доставала дополнительные карты. У вас все время благополучие, кстати, выпадало. Помните, да? Девятка пентаклей, десятка кубков. И добрые карты, как и звезда, так и карта аркан сила, старший аркан. И здесь карта успеха, карта возможностей, нового качества жизни. Кстати, энтузиазма, поэтому сил опять же хватит. И это выбор правильного направления, и карта будет говорить, что если мы спросили, от чего вы можете отказаться или что вы будете реструктурировать, трансформировать, буквально свое солнце, свою удачу, свой успех, он должен быть продолжен, и вы обязательно найдете не один вариант, даже если у вас сейчас сложный выбор или патовая ситуация. Может быть, добавите себе каких-то знаний или каких-то возможностей, рассмотрите альтернативные, опять же, варианты. Скорее всего, вы этим будете заниматься, или самый пик активности у вас придется на последующие 6-8 месяцев, и потом уже где-то будет идти более-менее по накатанной. Но сейчас, именно с февраля, вы определяетесь и делаете только первые шаги. И у вас ведь, мои дорогие, что-то получится, ну, так шикарно. Тут как высшие силы за вас, правда? И астрологически ведь оно тоже так. Я вас приглашаю на свой сайт, оставлю ссылку в описании под видео. Прочитайте планетарный гороскоп, который на моем сайте на 2025 год. Переложите те энергии, именно астрологические, планетарные транзиты, на ваш знак зодиака и не упустите какую-то возможность. Мне нечего сказать. Давайте карту совет откроем. Это та по королеве мечей в этой колоде, которая рождена для того, чтобы блистать. Блистать именно. По этому аркану идут как интеллект, как и знание, сила, потому что это у нас все-таки королева мечей. Это идет какой-то статус. Это идут, опять же, компетентные буквально люди, эксперты или самореализация. Переведем это на другой немножко язык. По этой карте идет радость, мои дорогие. Радость, счастье, возможность отдыхать, радоваться жизни, наслаждаться где-то жизнью, несмотря на то, что это королева мечей именно в этой колоде, потому что мы принимаем какое-то альтернативное решение. Ведь королеву мечей и отличает то, что она умеет что-то проанализировать. Она великая интеллектуалка, и одновременно она умеет слушать интуицию. Она умеет надеяться на себя. Вся сила в вас самих, мои дорогие. Вот о чем нам хочет сказать карта в совет. Вам нужно действительно как определиться, так и решиться на что-то. И перед вами открытый свет, буквально, зеленый свет. Нет преград. Все преграды мы можем создать себе сами. Или неправильной организацией нашей жизни, или какими-то чрезмерными обязательствами, когда уже наступает вот это эмоциональное выгорание. А тут на кону как новый мир, новые возможности, какие-то новые совершенно интересы, может быть и новый круг общения. И вообще жизнь совершенно в другом фарватере, с другим качеством, как мы говорим, жизни. На кону ваше солнце. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.